Всем привет, меня зовут Алина Федорова, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, ребят, мы с вами будем говорить об Инстаграме. Очень актуальная тема для нынешних времен, и я вам расскажу о том, как я развивала свой Инстаграм, как я продолжаю это делать, поделюсь с вами лайфхаками, как я его веду, и вообще мы с вами поговорим о всем, что касается этой социальной сети. В нынешнее время Инстаграм — это не просто социальная сеть, это огромная бизнес-платформа, площадка, где можно продвигать свои услуги, товары, продвигать себя как бренд, реализовывать свой потенциал как творческого человека. То есть вне зависимости от того, где вы работаете, в какой сфере деятельности вы занимаетесь, вы можете это продвигать, так сказать, толкать в массы с помощью этой социальной сети, которая предоставляет просто уйму инструментов, возможностей для этого. И, знаете, есть такие люди, которые говорят: ну вот у меня нету Инстаграма, я вообще им не пользуюсь, либо я удалил свой профиль, не считаю нужным его вести, и так далее, мол, пустая трата времени, глупость. Но я не знаю, как можно так рассуждать, потому что когда вам дается просто, так сказать, бесплатная возможность того, как можно реализовать себя в этой жизни, и когда человек просто отказывается от этого и считает это глупостью, ну не знаю, мне кажется, это неправильно. Это то же самое, как с ноутбуком, понимаете? Вы дадите одному человеку ноутбук, и он будет там часами просто смотреть какую-то ненужную информацию в интернете, будет часами играть в компьютерные игры, а другой же человек с помощью этого ноутбука создаст что-то полезное, не знаю, что-то изобретет, сделает какую-то работу, заработает денег и так далее. То есть все зависит от того, как человек будет распоряжаться теми или иными вещами. Поэтому с Инстаграмом то же самое. Я не знаю, как в Украине, там в России сейчас, но в США, допустим, все мои знакомые, друзья, они выбирают любых специалистов, там, будь то фитнес-тренер, косметолог, стоматолог. Они всех их проверяют в Инстаграме. Они там смотрят их работы, да, там удобно в Инстаграме посмотреть фотографии, удобно почитать отзывы по количеству подписчиков, по вовлеченности, активности. Тоже людей можно понять, насколько востребован специалист, да, в своей сфере. И, конечно же, если вы видите, что там у него были какие-то знаменитости, либо какие-то публичные люди, это тоже у вас вызывает больше доверия к нему. Да, это сейчас так все работает. Сейчас любой хороший специалист, я же говорю, будь то стоматолог, косметолог, парикмахер, вообще любое коммерческое предприятие имеет свою страницу в Инстаграм. И также любая компания имеет человека, который работает как раз-таки над продвижением в социальных сетях, в особенности занимается Инстаграмом. То есть это действительно серьезная работа, и что бы кто ни говорил, Инстаграм — это работа. Для того, чтобы вести правильно свой Инстаграм, для того, чтобы он работал на вас, приносил вам какую-то прибыль, действительно нужно над этим трудиться, это не просто так. Причем Инстаграм — это такая уникальная социальная сеть, которая позволяет вам монетизировать ваше творчество. То есть, другими словами, вы можете зарабатывать на том, что вы любите делать. Если вы художник, вы можете выставлять туда свои картины, заинтересовывать в них людей, продавать их. Вы можете показывать свои монологи, записывать видео с танцами, там, если вы актер, танцор, либо же ваше пение. Если вы модель, можете выставлять туда свое портфолио. Если это бизнес, конечно же, вы продвигаете свои товары, свои услуги и вообще делаете соответствующий контент. Понимаете, когда вы начинаете делать контент в Инстаграме, когда вы начинаете работать над своим Инстаграмом, у вас не должно быть главной такой цели вот заработать на этом, нажиться. Потому что как только деньги для вас являются самоцелью, ну ничего крутого из этого не получится. Нужно наслаждаться тем, что вы делаете, получать от этого удовольствие, делать это с вдохновением, с душой, тогда вы можете сделать какой-то качественный, крутой продукт, неважно, фотография, либо, да, там, то, что вы делаете, вообще либо что. Все мои знакомые, друзья, инстаграмеры, которые зарабатывают сейчас на Инстаграме, они все это делают только потому, что они это любят, потому что они действительно, ну, вкладываются по полной туда. У них не было цели вот прямо сейчас заработать денег. А деньги начали приходить только позже, со временем, когда человек что-то делал на протяжении какого-то времени с душой, и только тогда это ему уже принесло какие-то плоды. Вообще так все в этом мире. То есть сначала ты делаешь
что-то в удовольствие, у тебя получается это круто, и тогда тебе это приносит уже какие-то бенефиты, да, там деньги, популярность, либо еще что-то другое, там, к чему вы стремитесь. Конечно же, в первую очередь нужно делать качественный контент. Что такое контент? Это, да, это ваши фотографии, видео, то, что вы делаете, то, что вы выкладываете там в Инстаграме. И в идеале, конечно же, делать и регулярно, и качественно, но об этом мы чуть позже поговорим, о регулярности. Но очень сложно соблюдать этот баланс, потому что если вы что-то делаете качественно, конечно же, вам нужно на это больше времени. Блогеры есть нескольких типов. Одни очень стараются над своим контентом, они действительно тратят на это уйму времени, вкладывают туда всю душу, потому что для них это творчество, искусство. Есть категория блогеров масс-маркет, которые делают низкокачественный контент, но делают его настолько регулярно, и для них это, знаете, как некий конвейер. Для них это просто бизнес и все. И я думаю, что вы знаете таких блогеров, я думаю, что вы можете отличить таких блогеров друг от друга и на Ютубе, и на Инстаграме, это сразу видно. Я не хочу сейчас сказать о том, что быть блогером, бизнесменом — это плохо. Ну, знаете, это не есть плохо. Просто разные люди, у них разные цели, разные жизненные позиции, разные способы достижения своих целей. Кто-то, как я говорила, творческий человек, кто-то бизнесмен, и это дело каждого. И каждый имеет право выражать себя и вообще вести свою жизнь так, как он хочет. Это абсолютно нормально. Да, есть блогеры, которые делают просто такой, знаете, сухой информативный контент, который тоже нужный, который тоже полезный, но вы видите, что в нем нет души, в нем есть просто какая-то информация, которая вам нужна, и видите контент, который более творческий, где просто вы получаете какое-то эстетическое наслаждение, которое вас вдохновляет и так далее. Это разный контент, но при этом и тот нужен. Кто-то делает только там рецепты, кто-то делает там только упражнения, фитнес, а кто-то говорит о чем-то высоком, о философии и так далее. Кто-то показывает свои картины. Для каждого человека найдется своя аудитория, которая будет заинтересована в его контенте. Для меня же блогинг — это не просто бизнес. Нет, я не хочу сейчас сказать, что я не зарабатываю на блогинге. Конечно же, я зарабатываю и намерена зарабатывать на этом. Но для меня блогинг — это все-таки нечто большее. Я хочу с помощью блогинга доносить до людей действительно какие-то важные созидательные мысли, которые смогут как-то повлиять на них, изменить жизнь людей к лучшему, говорить о каких-то серьезных вещах, о каких-то не знаю, важных вещах. Как я вам говорила, у меня разная тематика моего блога и в Инстаграме, и на Ютубе. Но все, что я делаю, будь то фотография, либо какая-то информация, тексты, видео, все направлено на созидание. Это красота, это эстетика, это мысли о важном. Для меня это просто возможность продвигать некий, как мне кажется, правильный лайфстайл. На моем инстаграме сейчас более 300 тысяч подписчиков. Я работаю моделью и живу в Лос-Анджелесе. Ну и я делаю соответствующий контент, да, в моей сфере деятельности. Я выставляю фотографии, где везде акцент на мне. На каждой фотографии присутствую я. И, конечно же, это и либо мое лицо, либо мое тело, фотографии в купальниках, там, либо в нижнем белье, потому что в Лос-Анджелесе очень много каталогов одежды, каталогов нижнего белья, купальников, спортивной одежды и коммерции разной. И таким образом я получаю работу через мой Инстаграм, потому что Инстаграм является и моим портфолио. Ну и вы должны для себя понять тоже, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, на чем вы должны делать акцент, будь то вы хотите продвигать себя как бренд, либо же вы хотите продвигать свои товары, свои услуги и делать тоже соответствующий контент. На самом-то деле, если спросить, как развить свой Инстаграм, ответ будет очень простым и банальным. Это
качество и это регулярность. Если вы сможете совмещать это вместе, да, то вы непременно станете успешным, потому что на самом деле, к сожалению, на практике это сложнее, чем кажется. Казалось бы, да, что тут такого? Ну, делать качественные фотографии и регулярно их выпускать. Вот и все, весь секрет. Но почему-то, да, не такой уж большой процент людей становятся популярными, а у большинства это не получается. Почему? Потому что, ну, на деле это все сложнее, к сожалению. Как я делаю свои фотографии? В основном я планирую фотосессии, то есть я скажу так, у меня немного в Инстаграме каких-то спонтанных фотографий, которые у меня получились случайно, у меня, наверное, вообще таких нет. В основном это фотосессии, когда я планирую, что я буду фотографироваться, и, конечно же, я там стараюсь выбирать красивые локации, чтобы я хорошо выглядела, чтобы свет был хороший. Если вы себя где-то там пару раз щелкнули и вам не нравится результат, вы недовольны, вы сравниваете это с фотографиями тех людей, которых вы фолловите в Инстаграме, не расстраивайтесь, потому что вы должны понимать, что люди для того, чтобы сделать красивые фотографии, они вкладывают туда много работы. Там профессиональные фотографы, профессиональные модели, люди знают, что такое свет, когда лучше, в какое время фотографироваться, там какие-то технические вопросы, знают правильные ракурсы, правильные углы, как обрабатывать фотографии и так далее, чтобы в конце концов получить ту красивую фотографию, которую вы увидите. Поэтому из-за того, что люди часто не понимают объем работы, который люди проделывают, им кажется, что ну, это так все просто, а потом, когда пытаются это повторить, у них это не получается, и они расстраиваются. Это, ребят, нормально, и вы просто должны чуточку вникать больше в это и больше прилагать усилий. Я вам так скажу, большинство фотографий красивых, которые вы видите, они все постановочные, то есть люди идут целенаправленно, фотографируются, выбирают красивые локации, выбирают одежду и так далее, все это подбирают, и тогда получается круто. Да, кстати, конечно же, сейчас время, когда еще ценится естественность, чтобы кадр был не просто, да, каким-то статичным, а чтобы там было что-то интересное, что-то якобы спонтанное, но на самом-то деле люди делают такие фотографии, но они выглядят, как будто они спонтанные, как будто они случайные, но при этом они совсем не случайные, там работы очень много туда вкладывается. Чтобы снимок выглядел естественно и при этом очень красиво, над этим еще нужно больше стараться на самом-то деле. Есть, конечно, люди, которые делают действительно там фотографии такие спонтанные, случайные, но очень мало таких профилей, где бы вы видели фотографии, которые сделаны просто вот так спонтанно, и чтобы профиль выглядел очень красивым. Редко такое бывает, и я даже таких не знаю. Но в любом случае, я же говорю, когда вы только начинаете делать фотографии, когда вы начинаете делать ваш контент, вы должны понимать, что сразу, да, может быть, у вас получаться не будет, но все возможно, всему возможно научиться, и тем более можно научиться фотографии. Нужно, да, будет изучать какие-то вопросы технические, нужно будет разбираться со светом, нужно будет разбираться с какой-то техникой, возможно, купить камеру, понимать ракурсы какие-то, углы, но все это приходит с опытом, со временем, это просто практика, и абсолютно каждый человек может этому научиться. Вы должны тщательно готовиться к вашим фотосессиям, вы должны в голове представлять, какую картинку вы хотите получить, какой кадр, потому что когда вы не знаете, чего хотите, то вероятность того, что у вас что-то путнее получится, она тоже небольшая. Лучше иметь какое-то представление, лучше составить какой-то мудборд, найти там на Пинтересте, да, какие-то картинки, которые вам нравятся, примерно, что вы хотите получить. Нужно тоже подумать над цветом, когда это самый лучший свет будет. Конечно же, лучше это golden hour, да, там, когда закатное солнце красивое, если мы там фотографируемся на улице, например. То есть вы должны ознакомиться с всякими техническими аспектами этого вопроса, да, что касается камеры, что касается обработки и так далее. Еще, ребят, я тоже расскажу вам такую вещь. Я никогда не довольна всем, что я делаю, что касается контента. Все фотографии, все видео, все, что я делаю, мне не нравится. Причем
Бывает так, что я выставляю, мне оно заранее уже не нравится, либо оно мне перестает нравиться в тот же день, либо на следующий. Вот честно, у некоторых людей бывает так, что им там, знаете, ну, спустя пару месяцев, полгода, и они смотрят и понимают, что они там что-то сделали плохо. У меня уже буквально на следующий день это происходит, и у меня вечная неудовлетворенность своими фотографиями и видео, и вообще. Но я, ребят, уже с этим смирилась, я уже это приняла, потому что у меня часто из-за этого реально была чуть ли не депрессия, у меня была прокрастинация, мне казалось, что нет, я все делаю ужасно, кому это нужно, все так плохо, но я поняла, что это нормально, потому что это рост. И, наверное, если бы я была довольна тем, что я делаю, я бы просто топталась на месте. А так мой вкус постоянно меняется. Я четко вижу, что я неправильно делаю, я понимаю. Я сдерживаю себя, чтобы это не удалять, потому что я понимаю, что, ну, просто, знаете, если я удалю все, что мне не нравится, у меня в Инстаграме останется, наверное, ничего не останется. Это рост, ребят, это развитие, вы тоже должны понять это, смириться с этим, что если вам не нравится, как у вас получается, это нормально. В следующий раз вы сделаете немного лучше, а может и не немного, может быть гораздо лучше. Да, это бесконечный рост. И вы тоже должны понимать, что существует мода, актуальность тех или иных фотографий, поэтому нужно тоже следить за тенденциями, нужно фолловить других блогеров, других публичных личностей, чтобы идти в ногу со временем. Потому что я не говорю, что нужно их копировать и нужно вот делать вот как они, но нужно понимать, куда ветер дует и вообще в каком направлении двигаться. Конечно, когда вы только начинаете, вы можете кого-то скопировать, это не будет плохо, потому что все мы так учимся. Когда мы что-то начинаем делать, естественно, мы смотрим, как это сделали другие. Но потом со временем у вас будет получаться, во-первых, у вас скопировать на 100% кого-то не получится, все равно у вас будет как-то это иначе по-своему. И со временем вы сами поймете, что вы хотите собственный стиль, что вы хотите быть уникальными, что вы хотите отличаться от других. И у вас со временем начнет это получаться, у вас будет свой собственный почерк. Также нужно делать свои посты не только красивыми, а еще и информативными, потому что сейчас слишком много красивых картинок в Инстаграме, уже никого не удивишь путешествиями, там еще чего-то, все научились обрабатывать там фотографии. Ну, очень много красивых эстетичных профилей, так сказать, большая конкуренция, поэтому люди еще стараются и писать хорошо, чтобы это было интересно читать, чтобы там была какая-то польза для людей, какая-то информативность. Да, это усложняет задачу, потому что теперь помимо качественной фотографии нужно еще и придумать текст. Это тоже занимает время, но это того стоит, потому что сейчас, допустим, когда я вижу какую-то фотографию, там листаю, пролистываю, под ней нет никакого текста, если там просто какой-то смайлик, либо вообще ничего, я не запоминаю этот профиль. Да, мне понравилась фотография, да, я могу лайкнуть, но я не помню, кто там вообще за этой фотографией, что это за личность, что за человек, то есть я не интересуюсь этим, я просто забываю. Когда человек пишет хотя бы пару предложений, но искренних там о себе, о своей жизни, чем он занимается, какое у него настроение, вообще, что он из себя представляет, либо какой-то, я же говорю, информативный пост. Все это как-то заинтересовывает. Ты начинаешь понимать вообще, что это за личность, у тебя возникает чувство какой-то близости, доверия к этому человеку, и ты больше интересуешься этим профилем. Поэтому мне кажется, что это стоит того, стоит писать тексты. Не всегда нас вдохновение посещает вот именно в тот момент, когда нужно выставить фотографию, знаете, чтобы не было такого: о, мне нужно сейчас выставить фотографию, что же написать, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего придумать. Поэтому лучше в течение там дня, когда к вам пришла какая-то интересная мысль, все это занести там в заметки, чтобы вы потом могли к этому вернуться и, допустим, развить тему там и что-то написать. Что касается меня, я, кстати, люблю очень писать, мне нравится, мне кажется, я таким образом расслабляюсь, и я люблю писать длинные тексты. Конечно, не всегда меня вдохновение посещает, но в основном у меня нет проблем с этим. Также можно, допустим, компенсировать, если у вас не получается фотографии сделать супер крутыми, да, у вас какие-то проблемы с обработкой, там еще чего-то, но при этом, возможно, вы сильны в написании текстов,
то, я же говорю, это будет компенсировать. Я, кстати, встречала такие профили, когда мне фотографии совершенно не нравились, но при этом мне нравились тексты, мне нравилось читать, как человек пишет, либо просто красиво, либо там что-то, какая-то информация полезная. Это тоже очень хороший вариант. Все мы люди, и у каждого из нас есть слабые и сильные стороны. То, что дается одному лучше, другому дается хуже. Поэтому ничего в этом такого нет. Нужно находить свои сильные стороны и максимально их проявлять. Очень важна регулярность. Ну, это самое основное. Это то же самое и на Ютубе, и в Инстаграме. Потому что сейчас же очень много блогеров, большая конкуренция. Ну, вообще в любой сфере есть своя конкуренция. И нужно понимать, что если вы долго не будете ничего выставлять, о вас просто забудут. Там люди просто переключатся на что-то другое, нужно напоминать о себе. И чем чаще вы постите фотографии, тем лучше, конечно же. В идеале, конечно же, делать одну фотографию в день, там, каждый день. Но это было бы круто. Допустим, у меня получается там где-то в среднем делать 5 постов. То есть как минимум 3-5 фотографий каждую неделю я выставляю. Если, я уже говорю, вы можете делать чаще, это круто, но не реже. Также нужно делать посты в правильное время. Например, я выставляю всегда фотографии где-то в 9 утра по Лос-Анджелесу, это где-то вечер там в Украине, в России. Моя аудитория в этот момент самая активная. Обязательно нужно поменять свой аккаунт из личного на бизнес. Это делается очень просто, нужно лишь в настройках Инстаграма переключиться на профиль компании. Также нужно создать на Фейсбуке отдельную страницу рабочую для вашей компании. То есть у меня это просто как страница меня как модели. Потом вы привязываете эту страницу к Инстаграму, оставляете свою контактную информацию, это телефон, либо имейл, как вы уж хотите, чтобы с вами связывались касаемо работы. Когда вы сделаете из своего аккаунта бизнес, у вас будет возможность видеть расширенную статистику. Какое количество людей сохранило вашу фотографию, какая вовлеченность, сколько людей пришло к вам, допустим, сколько людей увидели вашу фотографию и так далее. То есть там много возможностей. Также у вас появится возможность продвигать свои посты, вы сможете, допустим, проплачивать посты в Инстаграм, чтобы делать рекламу, особенно это актуально для разных компаний, которые допустим, занимаются продажей одежды и тому подобное. Также часто постите сторис и делаете прямые трансляции, потому что это тоже является очень популярным в Инстаграме, много пользователей любят смотреть это. Допустим, когда-то, когда я делала прямую трансляцию, это мне принесло более 1000 новых подписчиков, потому что каким-то образом Инстаграм вывел ее в топы, в рекомендации или что-то такое, и ко мне пришли новые люди. Это очень хороший способ. Кажется, со сторис возможно то же самое. Поэтому тоже, чем больше вы это делаете, постите, тем лучше. К сожалению, допустим, прямые трансляции я не делаю так часто, хотя следовало бы. Просто мне нужно определенное настроение, то есть, знаете, какой-то особый настрой, время, чтобы общаться вживую с людьми. Каким образом привлечь больше подписчиков к вашему профилю? Я расскажу, как у меня это получается. У меня часто фотографии попадают как в рекомендации, когда Инстаграм их сам продвигает, и они мне приносят больше новых подписчиков. Я не уверена, как это происходит, как Инстаграм имеет свой какой-то алгоритм, но кажется, если в первый час, когда я пощу какую-то фотографию и относительно моих других постов очень много людей меня лайкнуло, написали какой-то комментарий, Инстаграм это распознает как то, что моя фотография интересная и предлагает ее другим пользователям. И в своей статистике я могу увидеть, какое количество людей на меня подписалось благодаря конкретной фотографии. То есть сколько людей увидело эту фотографию где-то в рекомендациях и пришло ко мне. Также часто другие публичные странички, разные паблики в Инстаграме, они делают репосты моих фотографий, и, естественно, они меня отмечают. Многие из таких пабликов имеют много подписчиков, и, конечно же, это мне тоже является для меня такой некой бесплатной рекламой. Чтобы таким образом получать новых подписчиков, конечно же, нужно делать качественный контент. Фотографии должны быть красивыми, чтобы они привлекали других людей, чтобы они хотели делать репосты.
поэтому это все вытекает из качества вашего контента. Но, конечно же, можно платить пабликам, можно покупать рекламу либо же у других блогеров, публичных людей, чтобы они вас рекламировали там на начальных каких-то этапах. А также у меня неплохой результат получался, когда я делала СФС в сторис с другими девочками, там, блогерами, либо моделями. Либо мне они писали, либо я им писала, и мы договаривались, что мы выставляем, допустим, по пару фотографий друг друга в сторис и с отметкой, естественно. И таким образом мы обменивались аудиторией. Для того, чтобы этот СФС был эффективным для вас, нужно делать это с тем человеком, у которого примерно плюс-минус одинаковое количество подписчиков, как у вас. И такая же активность аудитории, потому что, естественно, человек, у которого гораздо больше, чем у вас, он не согласится с вами делать сторис, а у кого будет меньше, то вам это будет невыгодно. Поэтому у людей должно быть примерно одинаковая аудитория, либо количество лайков, там, это мы уже, кстати, чуть позже об этом поговорим, должно быть одинаковым, только тогда будет какой-то эффект. Либо же можно фотографироваться вместе, например, просто часто блогеры, модели коллаборируют, они делают совместные фотосессии, где не отмечают друг друга, и это тоже приносит подписчиков. Так как я еще и ютубер, мне очень удобно рекламировать на ютубе свой инстаграм, и, соответственно, на инстаграме я рекламирую свой ютуб. И тоже очень получается хорошо, люди переходят с одной платформы, переходят на другую, потому что, естественно, люди, которые смотрят мои видео, им хочется увидеть, какой у меня профиль в инстаграме, какие фотографии я туда выставляю. И те люди, которые нашли меня на инстаграме, естественно, когда они узнают о том, что у меня есть YouTube-канал, им интересно увидеть, какая я в обычной жизни и какая я в видео. Это тоже вместе очень хорошо работает. Поэтому здорово, когда у вас есть несколько социальных сетей, различных площадок, где вы тоже можете это рекламировать. Там, одну социальную сеть рекламировать в другой социальной сети. Все это вместе работает лучше. Также ни для кого не секрет, что сейчас очень много сервисов по накрутке подписчиков. Можно купить и подписчиков, и лайки, и даже просмотры там на видео в Инстаграме. Но я не уверена насчет сторис. Просмотры в сторис можно купить или нет, потому что я слышала разную информацию. В общем, многие так делают, и многие блогеры так делают. Да, у них есть какая-то своя аудитория, но плюс они еще покупают больше. Зачем они это делают? Тут несколько причин. Первая причина, ну, наверное, это потешить свое самолюбие. Кстати, есть такие люди, которые покупают себе подписчиков, которые ничего не зарабатывают на Инстаграме, они вообще там толком ничего не делают, но им просто хочется потешить свое самолюбие и хочется быть знаменитым, не знаю, любыми путями, пускай вот такими. Пускай это будет фейковая популярность, но им это греет душу. Есть такая категория людей. Вторая причина – это когда блогеры хотят побольше заработать. Естественно, чем больше у них подписчиков, тем больше им платят денег за рекламу. Ну и еще есть такой психологический аспект, когда люди, да, новые люди, когда они видят какую-то страницу, где очень много подписчиков, они тоже подписываются, потому что на них это срабатывает так, мол, ах, если там так много подписчиков, значит, эта страница какая-то особенная, значит, там есть что-то интересное, а подпишусь и я. И таким образом это работает, то есть они покупают себе подписчиков, а потом другие люди тоже начинают на них подписываться, думая, что это все реальные люди, и значит там какая-то крутая страница. В общем, вообще это интересно работает, кстати, что это вот такая психология людей. По поводу рекламодателей, которые будут платить деньги блогеру за рекламу. Дело в том, что сейчас уже все не глупые далеко, все знают об этих сервисах, накрутки и так далее. И, естественно, любой рекламодатель будет просить вашу статистику, где будет все четко написано, там сколько, какая вовлеченность аудитории, какое количество лайков, комментариев, просмотров в сторис сейчас всех интересуют и так далее. И, конечно же, там можно все увидеть. То есть, если там будут какие-то несостыковки в статистике, это будет очевидно и будет говорить о том, что у блогера фейковая аудитория. Должно быть правильное соотношение.
То есть количество лайков, комментариев, там это должно быть хотя бы 8-10% от того количества подписчиков, которое является у блогеров. Например, если это 200 тысяч подписчиков, у блогера должно быть где-то там 18 тысяч лайков-20 тысяч лайков, ну в среднем, да, примерно должно быть так. Но если мы видим, что там всего лишь 7 тысяч лайков и при этом 200 тысяч подписчиков, это плохая статистика, это что-то пошло не так, и явно у блогера фейковая аудитория, часть аудитории его не настоящая, потому что не может быть такая маленькая активность. И, конечно же, все рекламодатели знают об этом, и никто не будет вам платить деньги за такую фейковую популярность. Поэтому пускай это вас не вводит в заблуждение, чтобы не было такого соблазна накупить себе подписчиков, ожидая, что у вас все начнут покупать рекламу, и вы будете зарабатывать на этом деньги. Также сейчас существует много сервисов, которые могут проверить тоже подлинность вашей аудитории. Они подсчитывают, какое количество аккаунтов, которые на вас подписаны, являются какими-то новыми, пустыми, какими-то непонятными, там, фейковыми и так далее. То есть все это просчитывается в процентном соотношении. Также высчитывается тоже вовлеченность вашей аудитории, это лайки, это комментарии и так далее. И таким образом ставится оценка, как некий рейтинг. Если у вас там все плохо, плохая статистика, то у вас будет очень низкий рейтинг. И тоже будет очевидно, что вы купили подписчиков. Поэтому я бы вам не рекомендовала этого делать. Также, мне кажется, сам Инстаграм имеет тоже какой-то особый алгоритм, потому что тоже сейчас очень много таких фейковых знаменитостей в Инстаграме. И сам же Инстаграм каким-то образом, мне кажется, борется с этим. Например, я точно знаю, что если у человека тоже много фейковой аудитории, его посты почему-то Инстаграм не показывает в ленте. Просто очень небольшое количество людей видят его посты, и, соответственно, у человека будет меньше лайков, меньше комментариев, то есть очень маленькая активность, потому что Инстаграм будет как будто специально не давать ему, этому профилю, продвигаться. Также часто бывает, что человек покупает себе этих подписчиков, а они потом сами же и отписываются. Это очень распространенное явление. В общем, во всех отношениях покупка подписчиков является не самым хорошим вариантом. То есть, возможно, на первых порах, если вы только-только завели Инстаграм, только пытаетесь что-то делать, вы можете попробовать это сделать. Но, не знаю, то, что я видела на опыте других людей, то я бы вам не советовала. Я лично не покупала подписчиков. Пускай у меня их будет меньше, чем у кого-то, но они будут все настоящие. Я знаю, что это действительно реальные люди, которые смотрят меня. И неважно сколько, пускай это будет 100 реальных людей, чем 10 тысяч фейковых, потому что, ну, это смешно. А на этом у меня все, ребят. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Я так быстренько пробежалась по всем самым важным аспектам, касаясь этого вопроса. Ну, конечно же, каждый из них можно рассматривать более глубже, там, детально, с подробностями. Если вам интересна эта тема, если вам нужно больше информации, напишите мне об этом в комментариях. Я запишу видео, которые будут более узконаправленными. А мы с вами скоро увидимся в новых видео. Всем пока!